Для любителей отдыха в сентябре, скажу вам, немного уже рискованно. Пару дней назад прошел такой дождик, и скажу вам, на этой вилле в такую погоду вообще такая печалка. Особенно, если ты в таком большом доме один. Такая погодка. А мне кто-то говорил, вот, я лежу на берегу моря, в Испании, ни черта не делаю. А сейчас что ты будешь делать? Или когда вы покупаете дома возле моря? Что делать будете? Все в дыму. Ну и ладно. В такой погоде есть тоже что-то завораживающее. Ну, так как у нас канал про дом, про ремонт дома, а вот вдруг так на неделю зарядит дождь, и ты вот в таком доме живешь. Не знаю, я вот 3 дня здесь поспал, пожил, больше не выдержал, убежал пока домой. Всем доброе утро. Прохладное утро. Все, наступает осень. Италия, но Италия меняется. Нету того тепла, что было раньше. Мне кажется, что и не будет уже. Не дай бог, чтобы какие-то аномальные поднятия температуры не произошли. Просто сейчас у меня такая работа была, я не особо что показывал. Понятно, но интересно, когда какие-то объемы. В общем, процесс еще будет идти. Да, я немного расслабился, но это тоже надо. Ну, в общем, по-быстрому я вам покажу эту виллу для новых зрителей. Напомню, за 25 тысяч она куплена. Сейчас в нее уже вложено, сколько же, не знаю, может под 30. Моя зажигалка. Так, в конце видео я вчера в час ночи только собирался засыпать, слышу какие-то выстрелы. Вылазю на крышу, а тут салют в час ночи, представляете? Там такой классный салют, мне на 1000 евро. Кому интересно, в конце видео посмотрите. Это, кстати, конструкция тоже считается незаконной, представляете? Ну что это что такое? Вот ее, по идее, надо развалить, по документам ее нету. Вот такие дурацкие законы в Италии. Ну и вложено здесь, я не знаю, уже 30-40 тысяч, может быть. Нет, 40, как минимум, Света собирается вложить. Все это я делал с Марьяном. Эту стену еще надо ремонтировать. Здесь у соседа тоже, он сказал, вроде на сентябрь. Не знаю, Марьян заболел, а с кем делать, пока не знаю ничего. В общем, здесь еще красить. Солнце мешает, выйду подальше. Многие меня хотите понять, а как оно реально, нереально. Сейчас я быстро куплю, быстро, дешево сделаю. Ну, во-первых, вам хотя бы надо будет... Привет. Привет. Хотя бы найти такого мастера, как я, чтобы это все делать. А это почти, нереально. Я вам говорю, что есть люди, есть, конечно, рабочие, и все это можно сделать. По-быстрому пробегу. Какие у меня тут новшества? Почти ничего. Кухня стоит, камин еще я зажигал, показывал. Чуть-чуть сейчас похолодало, его можно уже зажигать. Напомню немного, что здесь было. Это с самого начала, не все так просто. С камином тоже все не было просто с самого начала. Напомню, что я его отремонтировал. И скажу вам, была проблемка тоже со Светой. Ну, когда мы только познакомились, это все было начало, она говорит, ну что будем делать с камином? Я говорю, я не знаю эту систему, как она будет работать. Она нашла какого-то гидравлика, мы уже стояли с ним, разговаривали, он мне оставил номер телефона. Я говорю, Света, ну подожди, я, возможно, и сам разберусь. Я просто не могу 10 вещей сразу думать. Я говорю, пока оставь, не зови никого. Я говорю, я не хочу работать с итальянцами, потому что я знаю, что это такое. Да, это был риск для меня, я не знал, смогу ли я разобраться в этом. Думал, Марьян рядом, что-то он мне поможет, но потом и Марьян пропал. В конце концов, опять же, для меня это была своеобразная победа. Я действительно его отремонтировал. Я всю систему отремонтировал, потому что сейчас термосифоны греют.
И да, для меня это еще один шаг вперед в моей профессии, в моих каких-то учениях. Да, вот так вот я и учусь всему, мне именно интересно разобраться самому. Конечно, если бы я дошел в какой-то тупик, я бы позвал, там, позвонил бы в крайнем случае, у меня же тоже есть знакомых очень много по Риму. И да, я хоть и работаю один, но у меня в телефоне целая армия рабочих, я все что угодно могу узнать, ну еще и чат GPT появился. Так что просто было бы желание, разобраться можно во всем. Система вроде сложная, но ничего такого особенного нету. Для этого надо будет еще потом завести гору дров, чтобы она где-то была во дворе, надо найти место, чтобы их хранить. И, в общем-то, камин это хорошая штука, всем рекомендую. Сжег мусора, потому что коробок много приехало. Света заказала светильники. Вот этот я в спальню должен повесить, где я сплю. Эти я уже повесил. Покажу процесс монтажа. Чего я там наделал. Эта комната уже все супер готовая. Видите, какая она. Все классненько. Вначале она была такая, тоже по-своему такая прикольная, но сейчас вроде лучше. Ну и хочется показать, опять же, лень же вам будет искать все видео, что тут было. Свет хорошо, потому что я там почистил, это не значит, что мусор как-то убавился. Он убавился там, зато прибавился тут. Мне тут делать с этим бассейном всем. Ну, для новых зрителей, вот что здесь было, что творилось. Ну, а тут называется «Почувствуйте разницу». Ну, а вот так здесь сейчас ветерком. Я что-то и забыл, что я повесил лампочку и не проверил, как же она вечером здесь все. Ну, как-то так. Стену еще надо ремонтировать. Да, тут так как-то облагородить цветочки, столик, сидушки. Будет уютненько. Это выход с комнаты. Все горит, все светится. Коридорчик тоже светится. В общем, ванная комната еще там купа работы. В душевой кабине куча работы. И, в общем, работа еще немерено. Ну и покажу вам сам процесс, ведь для вас это важно. У меня насобиралась куча видео, прямо телефон заполненный. С женой там и в ресторан ходили, и то, и сё, но YouTube не будет это показывать. И вы мне пишете: нет, показывай работу. Ну вот, смотрите, показываю более-менее подробно, хоть и ускоренную съемку, но чтобы вы понимали, что поставить просто розетку, а я их не ставлю. Я разбираюсь в старой системе, потому что многое непонятно, что тут было, куда шло. И оно всегда в 2 раза дольше. И Свете я тоже поставил отдельную цену, говорю, надо доделывать электрику, потому что еще купа работы. Но она же приезжала летом, свет везде горел. Она говорит, ну а как везде же все горит? Ну, допустим, в этой ванной не горел свет вообще. А она поставила здесь фонарик такой. Ну, в общем, таких мелочей, дом-то большой, полно всяких дырок незакрытых было. Не все работало. Я вот и потому показываю и вам, и ей, сколько здесь было работы. И когда меня зовут, можете меня поставить выключатель? Да, можно, но почему-то все думают, что это быстро, просто. Во-первых, у меня это все просто, потому что я это уже сотни раз делал, и напоминаю, что я в Украине работал электриком. Ну, каждая система, каждая розетка, это все новое, все разное. Конечно, когда ты знаешь, как оно работает в общем, оно все просто. Просто вот технически крутить какие-то эти шурупы, отрезать провода, зачищать, куда-то засовывать, опять закручивать.
Вот это время. Я вам скажу, я один раз красил ванную комнату, и работала в квартире целая бригада электриков, человека 4-5. И я пока красил, пришел электрик тоже в ванную поменять этот выключатель. Он говорит, я тебе не буду мешать. Я говорю, ну, я только начал, я думаю, ну, пока я дойду там до двери, до этого выключателя, я думаю, ты закончишь. Он минут 40 стоял, вот эту вот один выключатель делал, понимаете? Я уже дошел, я говорю, слушай, то есть я маляр, а он электрик. Я говорю, давай я быстренько за тебя это доделаю, и ты пойдешь дальше. А он просто, вот я вам как рассказываю, как молодежь работает, и не важно, что это помощники, электрики, вот так она работает, ну никуда не торопится. Он работает с 8 до 5, все. И ему не важно, сколько он сделает. Вот одну розетку чуть ли не 2 часа делать, ну я не знаю, не помню сколько, я не замерял. Причем он делал новую проводку, там вообще все просто. Это здесь, я же, поймите, чтобы я понял, куда какой провод пришел, я это все должен прозванивать, проверять. И это все время. И поэтому я хочу, чтобы все вот это понимали. Это марка Вимар, она дороже, чем те, что я поставил, но работают так же. Купил эти, поменяю полностью, потому что здесь вообще надо было комплект брать. В общем, так. И в Италии сейчас столько этих марок навыпускали, чтобы вы понимали, сколько нюансов. Вот то, что вы посмотрите, я вам даю 100%, что вы сами ничего не разберетесь. Особенно если разные розетки, разные марки. Вы наделаете столько ошибок, будете бегать 10 раз в тот магазин, все менять, потому что то не подошло, а тут я ступил. И все это за счет практики, я-то это все знаю уже. И то где-то что-то я прихожу, стою, думаю, трачу время в магазине. Иногда спрашиваю работников магазина, что-то с собой тащу, чтобы подобрать именно под эту марку, не ошибиться. Ну, в общем, вот так вот. Ну, тем не менее, это все интересно всегда. И опять же, чем у тебя больше практики, тем проще тебе потом. Научиться это все за какую-то неделю, это просто невозможно. Я предпочитаю по старинке контрольку такую с лампочкой, сразу видно, сразу все просто. Все итальянские электрики, они с такой фигней я ни разу не видел, чтобы ходили. Все с тестерами, все крутые, все, понимаете, модные такие. Там больше понтов, чем... Нет, я, конечно, ничего не имею против электриков. Конечно, они умные, они учились. Но, опять же, не каждый электрик, не каждый гидравлик, он работает с любовью. Я работал, говорю, что даже с такими мастерами, которые сидели на некоторых препаратах. Работа нудная, но вообще-то я работаю всегда с музыкой, стараюсь. Хотя у меня проблема снимать видео и включать музыку, то авторские права, и у меня не очень получается. Тоска какая-то. Так что я включу музычку здесь уже в фоне, и будете понимать, что на самом деле не так-то скучная работа. Так, повешу я пока этот светильник. Я туда запхал этой, не знаю, я думал, это быстрый этот цемент, что быстро сохнет. Возможно, что это просто цемент. У меня в банке был какой-то. Во-первых, эта штучка очень удобна, когда она есть. То есть можно, если без нее,
Беда работать. Конечно, она должна была бы быть покороче или эти провода подлиннее. Ну, какие есть. В общем-то, конструкция легкая. Я ее сделаю на скрутке. Опять же, это не по итальянским законам, правилам. Но когда я работал в Украине электриком, все делали на скрутке, и ничего не случается, то такое. Офигеть. Мне же сначала надо поставить эту. Не могу я сначала. О, видите, можно и ступить. Хожу, думаю об одном, то микрофон то потерял, то очки. Вот такая фигня, ступил. Скажу вам даже такую вещь. Работать на такой высоте, это около 3 метров я стою, и работать одному, это очень опасно. У меня может все что угодно, закружиться голова, я могу упасть и не подняться, а рядом никого нету. И один раз такое случилось, правда, я ж поклевал потолок. Ну ничего, как-то добрался, все-таки там только был слегка перелом локтя. И обычно, если они пустотелые, эти кирпичи, когда делаешь дырку, на стоп хватает там какой-то сантиметр, а он часто бывает недостаточно, чтобы оно зажало. И эти стопы болтаются. И когда вы цепляете вот что-то типа такого, его еще и крутить надо, вот это все ходит ходуном, потом отстает от потолка. И кто это будет потом ремонтировать? Так оно и болтается, бывает, годами. А электрик это не будет там что-то замазывать. И он сделал дырки. Che faccio? Così. Soffitto così. Блин, надо подмазать. А я все в одном делаю. Даже то, что... Даже если он запачкает, даже если случится так. Скажет, ну потом позовете Питтора, и он вам подмажет. А здесь же вокруг этой лампы еще цветным горит. Поэтому желательно, чтобы было чисто вокруг. А не оно, блин, высвечивало потом всякие пятнышки. Так, теперь надо подключить это. Вот здесь есть. Я там забыл, не увидел, и здесь забыл, не увидел. Но видите, люди продумали. Повыше. Очки. Если вам нравится такая тема, как в моих роликах, не забудьте подписаться, чтобы не потерять канал. Также не забывайте за лайки. Также есть эти захайпить кнопка в комментариях. Ну, всем благодарю за поддержку. Знаете, что-то продумывают, ну так, чтобы было удобно, то фиг вам. Так, стрелочка, куда крутим? Куда? Окей. Все. Так, сейчас покажу, что она делает, эта лампа. У нас есть такой пультик от нее. Вот она умеет выключаться, включаться, делать меньше освещения. Потом зачем-то мигает сос. Ну да, можно с другой комнаты типа кого-то позвать таким сосом. Вот она может гореть красным. Можно выключить, и она будет гореть вот так. Можно сделать зеленым. Можно сделать сиреневым. Таким и таким. Ну вот так вот. И вот так вот. Имеем мы такой светильник. Надо понять, как его ставить. Ну, это я уже покажу в следующих сериях, чтобы не было слишком длинное видео. А пока покажу еще несколько сюрпризов.
Ну, это мой городок. Я вам говорил, что наснимал купу всяких разных видео. Это дом, в котором я работал полгода прошлых, законченный уже. Ну и у нас опять праздник. Сант-Антонино. Это основатель этого города 500 лет назад. Ну, они его чтут, каждый год празднуют в честь него такой праздник. Концерты, движуха опять. Хочется мне вам это показать, но вы это не любите. Мне жаль, наверное, вас, а не свой канал. Потому что такого вы никогда не увидите вот именно в этом городе и что происходит. Я понимаю, что вы все видели, вы все знаете, вы все умные. Есть блогеры, которые это показывают интереснее, но тем не менее я буду для своих друзей, которые у меня в подписчиках, я думаю, очень много, особый какой-то есть контингент, которым это все нравится, которым это нужно. Много показывать не буду, ну, может быть, частично буду отдельно, там, какое-то видео, 1 из 10 выставлять все эти кайфушки. Также есть у меня видео, мы сходили в ресторан с женой и с сыном на 28 августа, это день нашей свадьбы, это мы прожили, сколько, 32, что ли, года. Ciao. Юра любит эти дела, красивые и вкусные. Вкусно, блин. Чтобы вы понимали, на каких я скоростях живу, я аж в видео, когда посмотрел, вспомнил, что я не побрился, блин. Я даже в зеркало не успеваю смотреть. Я тоже, да. Скажу вам по секрету, походы в такие заведения, я еще и смотрю на стены, на обстановку, на дизайн. Где-то у меня все в голове откладывается. Ну, покажу и вам, возможно, кто-то чего-то может украсть глазами и здесь. В общем, это уже как болезнь какая-то. Куда ни придешь, смотришь, как плитка положена, как лампочка висит и все такое, как подсветочка работает. Да, отпраздновали. Праздники кончились, лето кончилось. Посидеть в таком ресторане китайском, японском 25-27 евро. Ну, скажу вам секрет, что если вы придете в обед, будет немного дешевле, до 20 евро. Ну и хочется с вами поделиться такой обстановкой все-таки в моем городке, потому что лето, пока он еще есть. Осенью этого уже не будет. Ну и как я и обещал, вот такой салют у меня был. Хотите, смотрите, хотите, нет, ну я снял. Все для вас.
Ну и даже под салют я сумею пофилософствовать, понимаете? Я очень ценю то, что люди делают, ну, для меня, фактически для меня тоже этот салют сделан. Единственное, мне даже жалко, но кто же в час ночи будет его смотреть? Ну, может быть, людей предупреждали, но это же 1000 евро потрачены, понимаете? И просто не поднять свою задницу, не выйти, не посмотреть, ну, во-первых, это неуважение к тем, кто это все организовал. Это же не просто, там же стоят люди. Это все через компьютеры запускается, это сложная система. Я, в свою очередь, увидев это, стараюсь показать вам, понимаете, так все в этом мире должно работать. И на самом деле не важно, понравится вам, не понравится. Я живу по принципу «делай, что должен, и будет, что будет». То есть я свое дело сделал, часть людей это оценит, порадуются, и, наверное, кому-то, может, станет просто в этот день веселее, интереснее. Пока он смотрит салют, он забудется, пока слушает меня, что-то поймет. В общем, я считаю, так должно все работать. Когда ты живешь для других, тогда и жизнь твоя может поменяться, тогда и ты чувствуешь себя счастливым. Ведь каждый, кто подумает хорошим, добрым словом, вспомнит обо мне, я об этом человеке, который сделал. Всем им должно как-то через эту вселенную, через эти какие-то невидимые нити приносить какое-то удовольствие, радость, удачу и все такое. Поэтому я всегда вас призываю на своем канале, будьте позитивными, умейте видеть радость, ведь много негативов, да, вы все привыкли видеть сейчас в последнее время, как летают бомбы. Да, мне очень хочется, чтобы это все закончилось, и когда-нибудь мы смотрели только взрывы салютов. И поверьте, такое время придет, вот просто все посмотрите и помечтайте, скорее бы пришло такое время, пусть этот салют будет победой, какой уже, неважно, главное, чтобы это все закончилось, и жить и дальше радоваться жизни. А радоваться жизни вы сможете только каждый в меру своих желаний, все зависит от вас. Я даже на ютубе меняю свои темы просмотров, я почти отказался от новостей, смотрю по минимуму, каких-то блогеров тоже вычеркнул, ну, как я вам показывал, Колобка, это он мне случайно просто попался. Да, опять же, я смотрю такие и противоположные ролики, и я знаю, что на ютубе есть очень много полезного, интересного, спокойного. Каждый выбирает себе сам. Но вы должны понимать, что YouTube меня заставляет показывать негатив, вас присаживает на негатив. Вы вправе этим управлять. Просто не нужно вестись на, ну, как плыть, как я всегда сравниваю, как в лодке посреди моря, и у вас нету весел. Гребите руками, гребите ногами. Я не знаю, отломайте какую-то доску от этой лодки верхнюю и гребите доской, но главное гребите. Куда грести, это другой вопрос, но это тоже вы должны чувствовать нюхом, не знаю, какой-то чуйкой, куда грести, и все у вас будет хорошо. Кстати, на своем канале я тоже именно на примере, на своей жизни. Она у меня за последний год сильно изменилась и еще будет меняться. Поэтому все, кто будут следить за моим каналом, вы сможете это наблюдать. Я сам не знаю, что будет, но я знаю, что что-то будет. И вот оно как работает. Вчера это сказал, и сегодня у меня уже появились новости. Возможно, будет скоро перемены, возможно, будет скоро новый дом. Ну, пока, конечно, надо закончить это. Так что не пропускайте мой канал, то есть подписывайтесь вовремя. Спасибо за лайки, за просмотры ваши до конца, за комментарии. В общем, всего вам, как всегда, самого наилучшего. Ну, чё, по крышам лазю? Чё вдруг, салют, что за праздник? Как-то я тут совсем одичал на это видео.